Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о народных приметах на 26 июня. Поговорим о народном празднике, поговорим о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день по народным приметам и традициям, а также дадим определенные советы и рекомендации. Друзья, все более подробно далее в этом видео. Итак, 26 июня христиане чтят и вспоминают мученицу Акилину. И этот праздник начали праздновать примерно в III веке нашей эры. Росла Акилина без отца, только под присмотром любимой матери. Рождена была в городе Библос. В возрасте 12 лет мученицу Акилину за ее разговоры, вероисповедания и высказывания было приказано украсть и обречь на вечные муки и страдания. Она сердечно убеждала, доказывала и просила всей душе людей поверить в Иисуса Христа. Ангел воскресил святую после первых ее мук, после чего начальник области приказал расправиться с ней раз и навсегда. А вот в народном календаре 26 июня отмечалась Акулина-гречишница, по-другому называли этот день Акулина черные гречихи или Акулина задери хвосты. И вы знаете, эти названия, такие как «Задери хвосты» или еще по-другому называли «Комарница», появились они не случайно. Самое время было для нашествия полчища мух и комаров, которые досаждали скотине. Несчастная домашняя скотина отбивалась от гнуса своими хвостами. Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. На Руси Акулину прозвали еще Акулиной-гречишницей, потому что ее считали покровительницей и пособницей урожая гречихи. Предполагалось, что с этого дня наступает настоящее лето, появляются оводы и комары. На этот счет даже существовала определенная поговорка, что пойдешь лесом, комары взбесятся. От укусов насекомых страдали не только люди, но и домашняя скотина. Коровы, спасаясь от комаров, мух, убегали от стада обратно в поселение, где прятались под навесами крыш и в тени обмахивались хвостами. Такое поведение скотины называлось быза. Отсюда и получил этот день в народном календаре название как Акулина задери хвосты. И также в некоторых областях был актуален уже посев гречневой каши. На самом деле гречку начинали сеять и до праздника Акулины, то есть до 26 июня. То есть эту дату пропускали, то сегодняшний день означал, что осталась еще неделя для этого. Сеять выходили в основном в сухую и ясную погоду. Земля должна обязательно быть не влажной и не пыльной, так как каша боится морозов. А вот название «кривые огурцы» означали именно огурцы, которые были посажены поздно. Опытные люди знали, что такие огурцы точно не будут хорошими. Они будут кривые, закрученные и точно не успеют созреть. Земля за такой короткий промежуток времени им попросту не даст достаточно сил для роста. В некоторых регионах названия были и «задери хвосты» или «вздери хвосты», потому как в преддверии этого дня появлялось много мух, комаров, пауков, букашек и всевозможных мошек. В общем, тех насекомых, которые максимально доставали скот, бесили лошадей, коров, и в итоге все как будто сходили с ума. Били хвостами, чесались, искали навесы, где укрыться, и громко издавали неприятные звуки. Отсюда и пошло название по задиранию хвостов. Но в этой истории были и положительные моменты. Например, то, что мошки далеко не глупые начинают свое шествие только тогда, когда точно уверены в погоде и знают, что будут уже только благоприятные условия для жизни, без какой-либо их опасности.
Поэтому люди были даже очень не против мошкары. Они были готовы к таким событиям и ждали хорошей погоды. Пчелы были тоже показательны в этом плане. Они по приходу доброй и теплой погоды вылетали из своих ульев и разлетались кто куда, лишь бы начать свою работу по сбору пыльцы. Как уже выяснили, то огурцы сегодня не сажали. В приоритете у людей все-таки была гречиха, которой засаживали большую территорию. Каша такая была всегда в почете. Ее любили и кушали с большим удовольствием. Она была универсальная, могла долго стоять и не портиться, и подходила как для жидких блюд, так и под мясо или овощи. На сегодняшний день гречневая каша не утратила свою ценность и популярность, а люди по сей день ее активно употребляют. По размерам оводов определяли, каким уродится и урожай колосьев. По молодому месяцу и определяли погоду. Так крутые рога сулили непогоду, а пологие к очень даже положительной и теплой погоде на всю неделю. Если месяц был полный и круглый, то погода будет пасмурная, а горбатый и неровный, то к мелкому и порывистому завтрашнему дождю. Молоко старались сегодня не употреблять люди. Во-первых, короба были сегодня точно не в настроении, и заниматься таким процессом не решались люди. А во-вторых, такое молоко считалось достаточно вредным и говорили на него молоко прямиком от бешеной коровы. Сегодня люди старались употреблять различные настойки, соки и компоты. Также фрукты позволяли насытить свой организм полезными витаминчиками и побаловать свои вкусовые рецепторы. В данный праздник Акулины существовала и по сей день существует народная традиция, которая стимулировала народ к готовке гречневой каши. Ей угощали попутчиков, ее отдавали нуждающимся и нищим, да и люди кушали ее дома с большим удовольствием. Согласно традиции, люди, которых накормили такой каши, должны были обязательно отблагодарить хозяев. И, конечно же, никто не ждал денег или драгоценностей взамен. Люди должны были помолиться за щедрую семью, попросить здоровья у Бога, богатый урожай и пообещать им встретиться в следующем году в этот день в этом же месте. Сегодня, 26 июня, стоило обходить лес стороной. Говорили, что те, кто решится пройти через лес, навлечет на себя стаю комаров. По рассказам и не стоило сегодня бесить и напрягать, а лучше потратить чуть больше времени и обойти стороной лес и избежать тем самым беды. Вечером 26 июня запрещено было работать. Большой традицией было к вечеру устроить и организовать застолье в кругу своих родных и близких людей. Такой праздник мог быть разделен как с друзьями, так и родственниками. Целью такого мероприятия было угостить всех гречкой. Гречка должна была быть обязательно сваренной на воде, и такой знак означал, что год будет для всех присутствующих процветающий и богатый. Такие застолья проходили всегда положительно и весело. Все делились своими успехами, улыбались и пытались помочь один одному. В такой день категорически запрещалось жаловаться и наговаривать на свою судьбу. Объяснялось это тем, что такими словами можно было навлечь на себя беду и столкнуться со сложностями, которые будут гораздо тяжелее ваших проблем. Поэтому настоятельно рекомендуем сегодня поблагодарить Бога за все то, что вы имеете, за ваш путь, за ваше здоровье и за то окружение, которое есть. И обращаем ваше внимание, что именины 26 июня отмечают владельцы таких имен, как Александр, Александра, Андрей, Дмитрий, Иван, Анна, Акелина и Антонина. Вы знаете, этот день в народе 26 июня всегда считался праздничным, поэтому важно было уделить время близким людям, собрать за одним столом всех родственников и друзей, а также постараться обсудить насущные вопросы. В качестве главного блюда на стол важно было подать гречку. Считалось, что откушавший ее гость в ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние.
По преданию, если сегодня устроить настоящий гречишный праздник, весь год будут сопутствовать и удача, и успех. Также в этот день, в день Акулины Гречишницы, нельзя делать предложение было о работе, так как в итоге работник, даже самый хваленый, может оказаться непрофессионалом. Поэтому 26 июня наши предки, если к ним приходили наниматься, даже не вели разговор об этом, перенося все это на другой день. Также в день Акулины Гречишницы запрещено было работать. Сегодня гречку не следует варить на молоке, так как можно отравиться. Считается, что вся молочная продукция в этот день становится ядовитой. В этот день нельзя и жаловаться. Святая Акулина негативно относится к нытью, а в наказание может столкнуть человека с такими проблемами, на фоне которых нынешние неприятности просто покажутся мелочью. В день Акулины Гречишницы надо было проявить оптимизм. Однако не стоит и перегибать палку. Если не хочется смеяться, не нужно это делать. Нет желания веселиться с друзьями, лучше отказаться от встречи с ними. Не стоит и стараться поднимать настроение другим, если на это нет силы и энергии. Главное в этот день самому не жаловаться и не высказывать недовольство. Также наши предки рекомендовали не выходить из дома до полудня без особой причины, иначе можно навлечь было на себя порчу или сглаз. Если же вдруг надо выйти, то перед выходом необходимо трижды было перекреститься и прочитать молитву «Отче наш». Только так можно было защититься от негатива. Также не стоит в день Акулины Гречишницы делиться своей радостью с другими людьми. По народной примете впереди могут ожидать большие проблемы. Сегодня надо держать счастье при себе, ведь не зря же говорят, что оно любит тишину, а в этот день тем более. Нельзя и 26-го было назначать первое свидание, поскольку народные приметы говорят, что просто оно будет неудачным. Есть большая вероятность, что после него парень и девушка больше не захотят и не смогут встретиться снова. Также в этот день, друзья, запрещено было отказывать в гостеприимстве, особенно тех, кто ранее уже проявил к вам доброту и щедрость. Иначе считалось, что святая накажет за черствость и неблагодарность. Так говорили наши прабабушки. А вот люди, которые родились 26 июня, любят рано вставать. В качестве талисмана им следует носить алмаз. Вот такой, друзья, у нас с вами день 26 июня по народным приметам.